Привет, друзья! С вами Алекс из Индии, и сегодня мы посетим главную достопримечательность Удайпура – городской дворец. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. Дальше будет только интереснее. Ставьте лайки и пишите комментарии, свои пожелания и критику. Мне важно знать ваше мнение для улучшения канала. Городской дворец Удайпура – крупнейший дворцовый комплекс Раджастана. Он величественно возвышается на берегу живописного озера Печола, привлекая внимание туристов. По преданию, городской дворец был заложен Удай Сингхом на месте, которое ему указал отшельник в 1559 году. Он создавался на протяжении 5 веков 22 махараджами. В оформлении дворцов использованы раджапутский и могольский стили архитектуры. Это крупнейший дворец Раджастана, расположен на территории более 2 гектаров. Старейшая, сохранившаяся часть дворца была построена в 1568 году. Дворец расположен на вершине высокого холма. Фасад дворца имеет длину 244 метра и высоту более 30. С севера пройти во дворец можно через ворота Барипол и Трипол, на которых изображен герб Мевара, лик солнца в окружении Раджи. Махараджа Мевара считали себя прямыми потомками солнца. Возле этих ворот 7 раз Махараджа Удайпура взвешивался, и его вес в золоте или серебре раздавался счастливым горожанам. Райянган – самая старая часть городского дворца в Удайпуре. Дворец выполнен в классическом стиле архитектуры XVI века, построен по заказу Махараны Удай Сингха. Именно он сделал Удайпур столицей Мевара. В этой части дворца и в дальнейшем проходили коронации Махаран Мевара, а комнаты служили для хранения сокровищ княжества. Гарем правителя жил сначала во дворце Навчухауки Махал, и только позже для женщин был построен роскошный дворец Динана. Двор Бади Махал с садом и мраморным коридором с колоннами в могольском стиле находится на самом верхнем уровне дворца Мардана в Удайпуре. Пространство широко использовалось королевской семьей для религиозных чтений, праздников, встреч и отдыха. Морчуу является жемчужиной городского дворца в Удайпуре. В этой стеклянной интуркации отражены все таланты мастеров Мевара. Залы и дворец использовались для встреч высокопоставленных гостей. Зеркальная комната, стеклянная инкрустация – особенность Раджастана. Эта комната служила зимней спальней для махаран. Ее цветовая гамма наиболее тесно связана с землей Мевара – красный, желтый и белый. На куполе и полу зеркала. Двери сделаны из слоновой кости. Дословно с персидского «зинана» – это женская часть жилья. Этот дворец в Удайпуре построен именно для женщин гарема. Когда-то во дворе дворца Зинана кипела жизнь. У каждой женщины были свои занятия и функции. Особенно впечатляет павильон во дворе. Здесь устраивались собрания и праздники, совершались ритуалы. Сегодня в галереях вокруг двора расположился музей. Во дворце расположен музей городского дворца с коллекцией зеркальных мозаик и раджпутской миниатюры. Государственный музей с весьма хаотичной и неубедительной коллекцией. Хрустальная галерея, где хранятся уникальные хрустальные объекты, стулья, столики, диваны и прочее. Заказанные в Британии Махараджей Саджа Сингхом, но прибывший в Удайпур уже после его смерти. Говорят, что эти удивительные вещи простояли в ящиках нераспакованные 110 лет. В картинной галерее можно увидеть около 1800 картин знаменитой техники Мевар. Она отличается прорисовкой величайших деталей на картине, а также использованием насыщенных ярких цветов. Даже золото и серебро использовались для выделения важных элементов. Махараны работам покровительствовали. Картины были с их портретами, а также представляли королевские шествия, празднования и ритуалы, сцены охоты, сцены борьбы и схватки животных. Картины служат отличным визуальным повествованием прошлого. Самой старой картине 415 лет. Интерес вызывает выставка предметов из серебра нескольких поколений семьи Мевар. В районе Удайпура всегда были большие залежи этого металла, и серебряные изделия в Индии ценили. В серебряной галерее представлены редкие предметы, которые ранее содержали в закрытых хранилищах.
Увидите, как мелкие предметы из серебра, такие как подставки для ручек и чернил, игрушки и даже чехлы для одежды, украшения для лошадей и слонов, атрибуты, которые используются в торжественных церемониях, так и большие изделия из серебра, как трон, инкрустированный драгоценными камнями свадебная карета. Также в галерее выставлено на обозрение 105 из 308 имеющихся скульптур богов и богинь. Их принесли во дворец местные жители из индуистских и джайнистских храмов, чтобы обеспечить их сохранность. Коллекция текстиля в музее включает предметы одежды, которые носили члены семьи Мевар, в том числе традиционные наряды для мужчин, затейливо сплетенные шали и деликатно вышитые сари для женщин, одежды и шапки королевских детей, богатые ковры, шелковые чехлы для стульев. В галерее музея представлены 16 деревянных паланкинов правителя Мевар. Паланкины здесь двух типов – для королевских дам и для махараны. Для первых была важна конфиденциальность, для этого использовались красиво вышитые шторы. Для вторых были предусмотрены богатые кресла для переноски, включая те, что перемещались в слонах. Для охоты один тип, для церемонии другой. Все паланкины украшены рисунком, слоновой костью, инкрустацией из стекла и зеркал. Здесь, во дворце Гилгушал Махал, жила прекрасная принцесса Кришна Кумари, которая покончила с собой, чтобы предотвратить войну между принцами Джайпура и Джайпура. Дворцы Шривнивас и Фатех-Пракаш, построенные в начале 20 века, превращены в шикарные отели. В Фатех-Пракаш расположена легендарная хрустальная галерея, о которой было сказано выше. Во дворце Шабунивас живут современные потомки Махараджи Мевара. На выходе из дворца можно пройти к причалу и отправиться на прогулку по озеру на лодке во дворец Джагмандир. У города очень богатая история. Много дворцов, принадлежащих раджапутам. Большинство этих дворцов превратили в очень дорогие отели. Итак, друзья, спасибо за просмотр. Не забываем подписываться, жать на колокольчик и ставить палец вверх.